Дорогие друзья, я приветствую вас из весенней Финляндии. На улице чудесная погода, 4,5 градуса. Да, плюс 4,5 градуса, уже хорошо. Сегодня речь пойдет о финско-российской границе. Там повеяло свежим ветром. И о семье, внезапно лишившейся дома. Кто ответит за ошибку? Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с внешней политики Финляндии. Финны удивительно быстро привыкли к тишине на границе. Еще вчера финские политики числились главными экспертами по шепоту на ухо Кремлю. А сегодня любая мысль о диалоге с восточным соседом приравнивается в соцсетях чуть ли не к государственной измене. Финляндия закрыла границы, повесила амбарные замки и, кажется, искренне верит, если долго не смотреть в сторону Выборга, Россия просто растворится в тумане. Спойлер, не растворится. Граница останется, и Россия никуда не денется. Финляндия так увлеклась заучиванием устава НАТО, что напрочь забыла основы географии, впав в состояние стратегического анабиоза. Самое ироничное здесь то, что наши лучшие друзья из Вашингтона – люди крайне прагматичные. Пока Европа и Финляндия в первых рядах соревнуются в том, кто сильнее отменит Россию, администрация Трампа, да и предыдущие тоже, не стесняется держать линии связи открытыми. Почему? Потому что американцы помнят холодную войну. Они знают, когда у твоего визави есть ядерная кнопка, играть в молчанку – это не принципиальность, это роскошь, которую мир не может себе позволить. В Финляндии, в конце концов, придется говорить с Россией. Так называется статья главного редактора газеты «Хельсинген Саномат» Эрья Юляярви. Автор отмечает, что после начала войны на Украине европейская политика в отношении России фактически свелась к разрыву контактов, санкциям и усилению военной готовности. Граница закрыта, и контактов с соседом не хотят. Однако с точки зрения истории такое решение, если оно станет постоянным, не будет способствовать интересам Финляндии и даже не укрепит военную безопасность. В Финляндии отсутствует обсуждение того, когда и как с Россией можно было бы вернуться хотя бы к какому-то диалогу. Политическая система, похоже, направляет все усилия на военную готовность к угрозе со стороны соседа. Со временем такой подход становится слишком односторонним и в какой-то момент также неустойчивым. Отношения Финляндии и России, конечно, не настолько заморожены, как может показаться. Пограничные службы сотрудничают, хотя граница закрыта. Посольство Финляндии в Москве работает, и посольство России в Хельсинки работает. Существует и небольшое повседневное взаимодействие. На практике же Европа фактически прекратила диалог с Россией. И ни у НАТО, ни у Европейского Союза в целом нет плана того, как в будущем выстраивать отношения с Россией. Для американцев такая линия выглядит странной. Администрация Дональда Трампа хотя бы пытается поддерживать каналы общения между сторонами. В статье приводится историческая параллель с холодной войной. Даже в периоды максимального напряжения между США и СССР сохранялись каналы связи, чтобы избежать неконтролируемой эскалации. Сейчас ситуация воспринимается так же. Возврата к времени до 2022 года нет. И хотя это неприятно, с этим нужно жить, одновременно продолжая достаточно вооружаться. Холодно это или нет, американцы во многом правы. Автор ссылается на опубликованную в феврале этого года статью главы Института международных отношений Финляндии Хиски Хаукала в журнале Foreign Affairs. Соавтором статьи был Самуэль Чарап, работавший в администрации президента Барака Обамы. В статье Хаукала и Чарап справедливо подчеркивают важность военной готовности для Европы. Авторы считают, что противостояние России и НАТО носит долгосрочный характер, и угрозу вооруженного конфликта в Европе нельзя исключать. Но некоторый уровень диалога стратегически необходим. Чем меньше контактов, тем больше риск эскалации из-за случайных ошибок в расчетах. Разговор не заменяет надежную оборону, но вооружение никогда в истории НАТО полностью не заменяло поддержание контактов. Европа пока не хочет об этом думать. Стандартный ответ по России сейчас таков: не время обсуждать это. Наша задача – поддерживать Украину. Такой подход может быть оправдан еще некоторое время, спустя 4 года после начала войны. Однако Украина не победит в войне так, чтобы Россия рухнула.
И никакое мирное соглашение не сделает Россию надежным соседом. Эрье Ylöjärvi также напоминает, что до войны на Украине Финляндия строила свою политику в отношении России на двух основах – сильной обороне и прагматичном сосуществовании с соседом, даже если отношения были сложными. Президент Саули Ниинистö поддерживал контакт с Владимиром Путиным даже после аннексии Крыма, когда многие европейские страны уже прекратили общение. Когда началась война на Украине, ситуация изменилась. Угроза стала экзистенциональной, и Финляндия пересмотрела позицию. Это привело к разрыву контактов, санкциям и вступлению в НАТО. В Финляндии сейчас сложился консенсус. Не время для обсуждений, нужно помогать Украине. Морально это верно, но политически это тупик. Украина при всем уважении и поддержке вряд ли добьется коллапса России как государства. Нам все равно придется иметь дело с той же географией. 1272 километра границы никуда не денутся, и Россия останется соседом. Пора признать, текущая стратегия тотального игнора неустойчива. Необходим политический реализм. Россия не должна становиться для Финляндии чужой страной, даже если она остается угрозой и причиной военной готовности. Нам необходимо знать своего соседа. Обсуждение того, каким может быть диалог, не опасно и не является уступкой России. Это часть нормального демократического процесса и должно быть также частью политики безопасности. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. В прошлом видео я рассказывала, как семья в Финляндии вернулась домой, а дома нет. Теперь пострадавший дал интервью газете Helsingin Sanomat, потому что, по его мнению, подобного происходить не должно. Знакомьтесь, Алекси Кивикас, обычный финн, типичный житель небольшого городка Кирконумми. Прошлой осенью он вместе с супругой и ребенком переехал на новую квартиру. Новый дом был уютным и безопасным. В соседях жило много соседей с детьми. Кивикас участвовал с соседями в субботниках, благоустраивал двор, сажал цветочки, кустики. Семье там очень нравилось. На Пасху они уехали в гости, а когда вернулись домой, дома не было. Когда мы вернулись домой и открыли дверь, там было пусто. Я посмотрел еще раз и понял, что здесь вообще ничего нет. В этот момент был шок. Все шкафы открыты, пусто. Их квартира не была ограблена. Она была официально утилизирована. Компания по аренде жилья Kirkkonummi Vuokra-asunnot должна была освободить квартиру после смерти одного из арендаторов. Отправили субподрядчика на зачистку. Бравые ребята из ларца, то есть из клининговой службы, появляются на пороге квартиры Кивикас. Видят они детскую кроватку? Видят. Видят детские игрушки? Видят. Видят ли антиквариат, бережно спрятанный в шкаф? Разумеется, видят. Ну, похоже ли это на заброшенное жилье умершего в одиночестве старика? Нет. Ни разу. Но финские исполнители – это не про размышления. У них на руках заказ. В заказе адрес. Позже выяснилось, что неправильный адрес. Да, ошибочка. Но там в заказе были и фото другой квартиры, и имя на двери другое. Возможно, конечно, работники не умели читать, но фоточки могли бы посмотреть. Потрясенный Алекс позвонил в обслуживающую компанию, управдому и в полицию. Управляющий перезвонил и сообщил: ошибочка вышла, извините. Все вещи из квартиры уничтожены. Во дворе еще стоял мусоровоз с дробилкой. Ситуация была совершенно ужасной. У нас ребенок. Нужно было срочно найти место, куда идти. Нам удалось получить экстренное жилье на 3 дня. И там я думал, может быть, это какая-то программа «Розыгрыш»? Нет, Алексей, это не шоу «Розыгрыш». Это финский беспощадный сервис в режиме «Терминатор». Компания по аренде жилья организовала семье временную квартиру. Но в Кирконумми подходящего варианта не нашлось. Пришлось семье переехать в другой город. Сейчас они живут в меблированной квартире до конца мая. Кивикас составляет список утраченного имущества и страдает от неразворотливости страховых компаний. 4-летний ребенок просто хочет домой, к своим игрушкам. И человек, которого полностью втоптали в землю, еще и вынужден бороться за свои права. Так быть не должно. Я не хочу, чтобы кому-то когда-либо пришлось пережить то же самое. Директор компании-арендодателя утверждает, что семье помогли, а уничтоженное движимое имущество будет компенсировано, поскольку это покрывает страховка.
Хорошо, давайте заглянем в юридическое закулисье. Страховая компания фирмы по аренде жилья умыла руки, заявив, что злого умысла не было. Мол, они просто ошиблись. Идите в страховую подрядчика. Дело передано в страховую компанию фирмы, выполнявшей вывоз имущества. Подозреваю, что оттуда придет ответ. Мы здесь ни при чем. Какой адрес дали, тот и зачистили. Идите, откуда пришли. Кивикас говорит. Там были дизайнерские вещи, антиквариат, коллекции, видеоигры и вся жизнь 42-летнего мужчины. Я надеюсь, что все, что можно купить заново, удастся вернуть. Меня чертовски пугает, что страховая компания просто умоет руки. Мораль всей басни такова. Уходя на работу, оставляйте записку на двери. Мы живы, скоро вернемся. Ничего не выбрасывайте, это наш дом. На этом у меня все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.